Деспрофит, Марси. Марси можно, кстати, через Трампл, Giant Strike и ульту Марси. Тоже неплохо. Ну, по крайней мере, в этом что-то есть. Можно через экзорцизм пойти. Там духи летают и неплохо дамажат. Самое главное найти способ, чем убивать. Можно контроль взять. Что у нас по приростам? 2.9, 2.0, 3.0. Получается 7.9. 7.9 прирост, это мощно. Деспрофит физика через анимацию. Деспрофит физика через анимацию. Звучит жестко. На Сайленсере играет Сметана. Сметана. Можно добавить урон. Через Omnipresent. Можно через Contradiction, тоже мощно. Можно через ловкость пойти. Он как будто мажет. Реально, он как будто мажет. Опа, глэйвы. Ловкость. Да нахуй, дай крылья, блядь. Какие пиздаты у тебя крылья? И опять поздний атак. Да какого фига опять дают поздний атак? Ну алло, игра, алло, здорово. 2400, 1200, 1300. Принять. Ловкость. 2.0. 2.0. Прирост ловкости 4. Ладно. Пробуем физа через ловкость. По крайней мере, с такими приростами ловкости можно поиграть. Звучит жестко. Уже скорость атаки приятная. Принять. Деспрофит бок ловкости. Звучит жестко. Подожди, а там устранение? А, там контрмагия. Вампиризм. Нет! И тычка. Ах, выжила. Близко. Блин, это было близко. Это прям реально было близко. Почти умер. Вот это дэмэджа. Ай-яй-яй-яй, лицо исчезает быстро. Я понял. Охренеть, вот это исчезло лицо. Нормально, там фростбайт просто. А, там стекляшка. Стекляшка и Blank Soul. Лицо-то испарилось. Overpower, Ганслингер. Прикольно. Ну, Overpower чисто для разгона, а Ганслингер, чтобы доп тычкой херакать. Тоже нормально. Тоже сойдет. Вайпер через мастер и отключение пассивок. Нам тут вряд ли быстро пробьет. Потому что у него нет урона. Ну, в принципе, вообще не должен нанести урон.
323 скорость атаки. Ого. 460, 470. Нормально скорость растет. Хорошо, так приятненько. Я даже не думал, что Канин это прям жесть. Ну, во-первых, у меня прирост ловкости сейчас большой. 4.0 плюс 1,5, 5.5. То есть уже прирост ловкости гигантский. Плюс я еще краду скорость атаки каждой тычкой. А где урон? А где хотя бы какой-то урон? А урон не завезли. Капельку взял. Зачем? Терять один заряд блокирует 127 магического урона. Срабатывает только если урон был больше 75. Изначально имеет 6 зарядов и пропадает вместе с последним из них. Как это забавно. Звучит интересно. Мипа такой: не, я тут постою. Пески смерти, да? Не-не-не. Он его не видит просто. Опа. Плюс урон. Плюс урон. Бесполезно. Ну, по крайней мере, ему точно не нужен. Не, если он будет бить с руки, ему будет постоянно добавлять урон. Тоже неплохо. Бесплатный урон с руки. Блин, что это было? Он, получается... Нет! Блин, он, получается, что прыгнул в нее, а урона практически не было. Хотя здесь жесткий урон. Нормально. Так, ну получается, что духи не нужны. Или нужны. Доп. Урон духов 50%. Ребята, а дуэли не спектакль? Урон духа 64. Пассивная доп. Скорость передвижения. Доп. Скорость передвижения при активации 16. Восстановление здоровья 25%. Не, ну сюда, конечно, я бы не сказал, что прям сильно нужно. О. Вот сейф. Угу. Еще бонусом 30 к урону. Прикольно. Не, вообще приросты у нее шикарные. У нее есть и сопротивление магии, и немножко урона. А, еще и здоровье. И 7,9 приросты. Короче, приросты жесткие. Опа, еще сопротивление магии. Ну тут логично, что БКБшка в любом случае нужна. Аганим неплохо смотрится под Финсгрип, потому что это контроль. Воин устранения на... Ну опять же, да, ну зачем идти... Нормально. Зачем идти в воин устранения в этого героя? Зачем? Если учитывать этого героя, который увеличивает свой урон от интеллекта, от глайвов, приросты интеллекта не самые огромные, но если взять в целом, то приросты неплохие. 2,9 интеллект. Нормально. У меня он 3,0. Я рад. 2,4, 2,2. Но у меня по силе, конечно, побольше. Но, тем не менее, когда такие приросты, тут хочешь не хочешь, а оно само напрашивается. Я пойду в великого мага. А он идет физа. Как говорится, ой, все, что есть, да. У меня есть воин устранения, кто-то сказал, что это имба, я на сайленсере. Хороший герой, хорошими приростами, физа. Головит чисто так для дополнительного урона. Где урон?
Не завезли. А тут же, получается, крадет 5 скорости передвижения и атаки. Каждая атака до конца раунда. Можно украсть до 200 скорости передвижения и атаки. Не работает на иллюзии. На иллюзии не работает, увы. Ну и хрен с ним. Говорится, не очень-то и хотелось. И так сойдет. Кажется, как будто лаги. Вот эти крипы, которые брынькают, они жесткие. Их можно не пробить, например, если у тебя не хватит урона. Но и за счет экспоуза проиграть. Потому что физика их пробить тяжело. Когда еще так включается, их практически не пробить. Подожди, Мипа что-то ищет. Он взял дуэль, да? Вехи там неинтересные. Взял БФ-ку, дуэлиста и все. И что-то крутит. Крутит, вертит. Зачем? О, ей тоже урон. А мне можно? Я тоже хочу урон. Не. Где скорость? А где Перри? Ну, там урона нет. Там есть Фист, Перри. Бесполезно Мейлшторм. Не, Мейлшторм не то чтобы бесполезно, он наносит магический урон, увеличивает скорость атаки, да. Но у нее особо ничего нет, поэтому там как бы что-то как-то слабовато. Мипари в соло. Инвокер через мега-контроль. Надеюсь, кукловодом. Не, просто вампиризм, стекляшка. Как говорится, и так сойдет. Тут Микобей надо. Блин. Не пробивается, гад. Но у него скорость атаки падает. Жесть, я вообще не попадаю. То есть вроде, казалось бы, да, вот 50%. Из этих 50% вот я нанес только шедырялмом нормально. Все. Этого не хватает. Скорость атаки есть, и я украл скорость атаки, но ему нормально. А чё, дальше не это? Но он выиграет. Ха! Изи вообще. Кентаврик мощный, конечно. Тут опять же кентавр тоже через... Как он? Забыл. Слипари. Тоже уклонение. 35%. А, это у нас кентавр с крылышками. Я понял. Кентаврик с крылышками. Это хорошо. Ой, как хорошо. Ой, как идеально. Плюс урон. Изи. Просто идеальная дуэль, да, в тайминг Шедырялма. Но мне кажется, он меня там не убил бы. Подожди, какого левела у него? Второго левела. Подскажи, крещендо работает на урон с руки? Нет, крещендо работает на любой исходящий урон.
Крещендо это универсальная веха для исходящего урона. Любой урон увеличивает. Только исходящий. Кстати, уже неплохо так скорость стаки растет. Приятно. Уже 687 базовая. Под ультимейтом алхимика. О, сейчас сколько будет скорость стаки? Ага, уже до 1000 увеличилось. Нормально Канин работает, мне нравится. До 1000 скорость увеличилась. Как-то многовато. Вайпер хилится просто. Хилится, уклонение 58%. А сайленсеры попадать нечем. Самое интересное, что крещендо будут резать, и не только крещендо. И насколько они порежут, это все неизвестно. Я надеюсь, не сильно. Тоже, да, вот вроде хилится как-то, чуть-чуть, да? Но из-за того, что он постоянно батареечкой пукает, да? Пук-пук-пук-пук-пук. Там еще интервал атаки уменьшается на 25-м. Жесткая тема. Тут, мне кажется, обратка зарешает. Да, тут чисто обратка в соло. Ну, самое интересное вот здесь как раз. То, что он живет, это только лишь за счет вот этого. Тут реген небольшой, это можно отключить, но он за счет того, что бьет фистом, откиливается. И еще и... А, у него там... я думал, у него там вампирик, там стальные мышцы. И взял устранение. А как раз для универсального героя это мощно. Вайпер хороший герой. Нет, пассивка увеличивает только физику. Только физика увеличивается, все. Короче, все без толку, да, то контрспел нажал, потом гастом переждал, шедырял, да,
Что это было? Ха, нормально. Вот эта дуэль, конечно. Сильно. Духи, да, духи увеличиваются от интеллекта. Физический урон, способность. Урон увеличивается от интеллекта. Через духи конкретно я не через духов, да, через духов с руки именно я конкретно не тестил. Но они в любом случае увеличиваются урон от интеллекта, потому что физический урон способность. Можно через них играть через рэнд, например. Потому что рэндом ты режешь броню, и как раз духи добавляются. Духом добавляется урон. Неплохой, потому что физика. Мипа, давай, мы в тебя верим. Блин, как же много денег нужно. Это отвратительно. Серьезно, ты проиграл? Красава. Ну да, брошка, конечно, иногда просто сильно нужна, а тебе ей не хватает иногда. Тут ты туда брошку нажал, и чувака расщепило. Он вайпера не убьет. Там сопротивление магии 83%. Чё-то как-то многовато. И нахрен 83. Подожди, сейчас 73. Ничего не пойму. Почему на дуэли было 83, сейчас стало 73. 48. То есть получается за счет того, что он купил себе эту фигню. Как она называется? Шрауд, да? Она стакалась и увеличила ему урон до 83%. Хотя логично. Логично. Потому что он ее убрал. Базовый 48. Ну да. Ну да, и нейтралку поменял. Нейтралку я видел. Ох, мана быстро заканчивается, капец.
Мана заканчивается слишком быстро. У меня скорость атаки увеличилась до 1600, а сейчас под умом было 1400. Фига себе у меня скорость. Что-то я какой-то слишком быстрый, по-моему. Капюшон я видел. Просто многовато как-то. 83. Шраут стакается, дополнительные стаки добавляют вампиризм. Это еще он не взял свою пассивку. Если он возьмет еще свою пассивку, там будет 90. Нет, цели Саша не хочу, потому что бесполезно. А это даст мне ловкость и скорость атаки. Я ж ловкач. Силу в сопротивлении эффекта мне бессмысленно идти. Пусть лучше будет немножечко базовой скорости атаки и ловкости. А это 16 ловкости и 60 скорости атаки. Тут драка будет интересная. Мне кажется, он выиграет. Хотя я не уверен, что-то. Он как будто вылез оттуда, такой, опа! За барьер. А ё-моё, блин. Хорош мипарь. Ну, там урон есть. Урон жесткий. 1700 скорость атаки, 1700. У меня, кстати, 66% сопротивления эффектом с матч-слеером. Сюда добавить шраут и будет поинтереснее. Если еще включить БКБшку, то 90 плюс сопротивление магии под БКБшкой. Магии не пробить. К сожалению, скорость атаки никак больше не увеличить. 1700. Только под флэш-промисом. Только лишь под флэш-промисом. Даже свирепость можно убирать, от нее смысла вот сейчас, на данный момент, не то что много. Black Hole? Интересно. Интересно ты придумал, чел. Black Hole. Против Вайпера неплохо зайдет баш какой-нибудь. Но у меня денег нет, я даже 6 скилл не могу накрутить. Одни минусы. И плюсы небольшие. Что это такое? 200, ну ладно, 1500 было. 90, 160, 200, 200, 100, 500, 300, 600, что это? 100, 700, что это такое вообще? 200, 600. Ни одной ставки нормальной. Адекватная, по крайней мере. Все какое-то, блин, неадекватное. Чисто баш зарешал в нужный момент. Жестко.
Сметанка. Канин прикольная штука, но она забаганная. Я не знаю почему, но она не должна уменьшать скорость атаки до минимума. Там же не написано. Ну, там написано, что она крадет скорость атаки. Но почему скорость атаки у противника уменьшается до минимума, это непонятно. Что за веха? Веха, которая по мобам. И между... Какая вот это? Ветеран войны? Тюмипар чисто сейвится. Кто кого? Даже не знаю, кто кого. Не, Вайперу вообще насрать на урон. Кстати, вот сейчас у него 90% сопротивления магии. Блин, охренеть, 90% сопротивления магии. Как пробить магией? Как это пробить вот этим? Правильно. Никак. Только чистым уроном. Надо искать этот... Как его? Hammer of Purity. Этим пробьешь. Тычки так летят. Прикольно. Кажется, как будто анимации тычек нет. Как-то странно хилит нейтралка. Она должна отхиливать на 1000 здоровья. А этого не произошло. Ну, по-моему, она вообще не отхилила. Никак. И все, да? Прикольно. Потому что что? Потому что огненные стрелы пробивают БКБшку. Чистый урон. Имба. Подожди, а сколько у меня будет сопротивление магии? 74. Маловато. Финсгрип надо убирать. От финсгрипа нет смысла, к сожалению. Подожди, а сколько у тебя сопротивления магии? 86. Тоже жиробас. 14 тысяч здоровья, 86%.
Мне интересно, зачем слипери? Это он бахнул в рандом, что ли, или что? Нахрена брать слипери для танка? Типа увеличить себе сопротивление магии? Нет, там дает сопротивление эффектам. Ну, хотя для сопротивления эффектам пойдет. А ради сопротивления эффектам, наверное, пойдет все-таки. Мама мия, это что за урон, блин? Чувак, алло, успокойся. Найс там дэмэджа, блин. Подожди, а что не показывается? Алло, где урон от него? Че иногда багается счетчик урона, он не показывает урон его? Интересно. Вот это сильно интересно. И опять же, как говорится, очень интересно, ничего не понятно. Как будто мне вампиризма не хватает. Сильно не хватает. Вроде бьешь, урон есть, а пробить не можешь. Пробовать взять духа сюда. Посмотреть на урон. Подожди, как она отхилила? А, у нее этот... Я думаю, как она ману отхилила? Здесь, кстати, еще это отхиливает ману. Сильно. Классическая медуза через фисты. И все. Потому что это на крипах ничего не дает. Это на крипах ничего не дает. А Перри неплохо смотрится в плане сплэша. И все. И, как говорится, и на этом все. Вот это лаги. 794 урона. Что? Какие нахрен 794 урона? Подожди, оно не могло нанести 6 инстансов урона, потому что там много духов было. Неужели не летали, не дамажили? Серьезно? По-моему, это немножечко странно как-то. Посмотрим еще раз. Духи летают, духи дамажат. О, 2400 урона. Ну как-то маловато инстанса, 18 всего лишь. Серьезно? Кто бред? Опа. Айсбласт вратка? Нет, тупо. Сопротивление эффектам у чувака есть. Сколько? 56%. Подожди, а что 56? А, потому что отречение. Да, духи не дамажат. К сожалению. Увы, но духи не дамажат. Они не хотят дамажить.
Это намек на следующую игру, да? СА уже который раз падает. Реально намек на следующую игру. Блюр. Мистер Блюр. Блюр тоже хорош. Он имеет смысл. Я не думаю, что он здесь зарешает. Фигас. У чувака этот, я понял. Блин, офигеть. Что-то он как-то так засейвился прям. Как будто идеально. Тут единственное, что хорошо, это то, что броня присутствует, поэтому я себе в обратку особо это и не пробил. Это то, что приятно. Брони много. Ну что, почти 500 ловкости, офигеть. Профеточка. Это тут 79 добавляет. 72 ловкости скушал. Как бы ловкость, ловкость, ловкость. Ловкость. Добавить бы сюда ловкость. Зачем мне свирепость, да? Получается, что можно свирепость убирать, от него нет смысла. Жмись. «599 ловкости. Сюда. «100, 102 брони. Вообще не пробить. Его вообще не пробить. А я еще и мазал по нему. Получается, брошка не пробить, визика не пробить. А как это пробить? Он вообще не пробивается. То есть примерно 0 урона было. Я так понимаю, получается, надо брать криты, вампирик какой-то жесткий. Потому что, например, брошки я его не пробью. Сопротивление магии миллиард. Никак, слишком много хп. Этот пробил, прикольно. Но этот отключил пассивки. Ну, хотя зачем это отключать, особо не имеет смысла. Урона у него вроде не намного больше, чем у меня. У меня просто живучести нет. За счет того, что я еле пробиваю, я не могу отхилиться толком.
Получается, что я просто умер от реталиейта. Интересно, интересно. Еще и голем. Подожди, у него был голем? Подожди, у него не было голема. А, был голем. Я провтыкал, получается. Провтыкал. Нельзя втыкать. Получается, здесь брошка-то и не нужна особо. БКБшка нужна какая-то. Рефракшн, криты. Но вот экзорцизм вряд ли его пробьет. Потому что если учитывать, что я с руки его не пробиваю, так экзорцизм так вообще не пробьет. Ну, как бы мне кажется, нет. Угу. В прошлый раз выиграл, кстати. Может, сейчас проиграет. А, уже пробивают. 69-я пробивает. Вайпер хилится. У него фисты, он просто хилится. Ему нормально. Мне кажется, если бы мне найти фисты, было бы замечательно. О, так побольше урона будет хотя бы. Тоже прекрасно. А, кентавр все? А, и этот все. Ясно. Это хорошо. По крайней мере, уже как-то проще. Больше ловкости, богу ловкости. Ага. Инвиз. Чувак взял инвиз. Я понял. Внезапно.
Не, ну крипы неплохо рассыпаются прям. Урон есть. Скорость атаки есть. А я не знаю за счет пассивки. Я думаю, да. Она же уменьшает сопротивление эффектом. Возможно, должна, по идее, должна. Я сильно не уверен, но мне кажется, должна. Но здесь Кади против него имба. Можно сказать, что имба. Мне это... Мне нет смысла качать себе силу, потому что у меня вся суть в ловкости. Мне даже этот флешхик можно поменять, который не сильно здесь решает, но тем не менее дополнительная ловкость уже хорошо. Я все равно на 1000 волн не пойду. И он меня особо не пробивает, потому что у меня до хрена брони. Нифига себе у него брони. Стальное ухо увеличивает. Но я режу ему реген, он меня не может ударить в шедурял. А, еще под вот этим он не может ничего нажать. Ему нужна БКБшка. Короче, у него нет нужного подсейва. А, он вообще проиграл. GG. Изично.